Этот рецепт будет настолько быстрым и простым, что я сразу включаю разогревать духовку. Тыкву, конечно же, очистим от семян и от кожицы. Если же у вас, как у меня, сорт Хоккайдо, то кожицу чистить не нужно, только срезать такие некрасивые места. Нам понадобится 250 граммов тыквы. Ее будем натирать на мелкой или на средней терке. Дальше возьмем 2 яйца. Я обычно стараюсь использовать минимально возможное количество сахара. Для умеренно сладкого вкуса я беру 120 граммов сахара. Для тех, кто без весов, это полстакана на 250 миллилитров. Для прекрасного кондитерского аромата я кладу 1 чайную ложку ванильного сахара, а для баланса вкуса щепотку соли. Эти ингредиенты хорошо взобьем вместе. Получается довольно пышная масса. Теперь мы сюда добавим муку. Чтобы пирог был пышнее, пропустим ее через сито. И опять в стаканах и в граммах. Это 1 стакан, 250 миллилитров, такой полный. В него входит обычно 150-160 граммов муки. Вместе с мукой просеем 2 чайных ложки разрыхлителя. И хорошо перемешаем до однородного состояния. Консистенция теста получается довольно густая, при этом очень воздушная. Теперь вспоминаем про натертую тыкву и добавляем ее в тесто. Просто идеально сочетается с цитрусовыми. Я очень вам рекомендую потереть сюда цедру 1 лимона или, как я, апельсина. Обратите внимание, очень важно натирать только этот цветной слой. Белый мы не трем, так как он горчит. Также добавим в тесто немного апельсинового сока. Буквально пару столовых ложек. Вот так. И я вам скажу, что аромат у нашего теста просто волшебно аппетитный. Нежная нота ванили и очень яркая нота апельсина. Посмотрите, мало теста и много тыквы. Полезный и вкусный пирог. Перемешали до однородности. Теперь добавим сюда 3 столовых ложки растительного масла без запаха. И снова хорошо перемешаем до однородного состояния. Подготовим форму для запекания пирога. У меня форма со стороной 20 сантиметров. Я ее хорошенько смазываю сливочным маслом. Можно использовать растительное по желанию. Также для надежности присыпаю форму мукой. Тыквенное тесто выливаем в форму. Немного поможем ему распределиться. Будущий пирог из красивого солнечного теста отправляем выпекаться в духовку. При температуре 180 градусов Цельсия или 360 градусов Фаренгейта. Через 40 минут пирог готов. Пахнет он просто потрясающе аппетитно. Настолько красивый и утонченный запах выпечки, никогда не скажешь, что это просто из тыквы по простому экономному рецепту. Если этот рецепт был вам интересен, готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы увидеть и другие интересные рецепты. Посмотрите, какая красота! Без сметаны и без кефира, но какой он пышный, пористый, очень-очень нежный и потрясающе вкусный. Я благодарю вас за ваш лайк под видео и за ваше доброжелательное мнение в комментариях.
И, как всегда, хочу пожелать вам крепкого здоровья, побольше радости в жизни и мирного неба над головой. И, конечно же, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео. Смотрите, какая красота! Обязательно готовьте.